Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами с удовольствием порисуем. Эти ноготочки моя клиентка носит уже давно, мы ей делаем регулярную коррекцию, и благодаря этому, благодаря коррекции, правильному поджатию ноготков, ноготки наши стали намного уже и симпатичнее. Если кто-то вспомнит на моем канале еще года полтора, когда мы только начинали работу с этим человеком, и сравнит ее руки тогда и сейчас, вы увидите совершенно две разные руки, совершенно разную форму ногтевой пластины. И очень многие мастера, которые моделируют ноготочки, которые делают ногти жесткими материалами, они все сталкивались с тем, что если вы долго моделируете, долго зажимаете, долго придаете форму ногтям, то ногти меняются категорически. В данном случае на этих руках у нас опустились вросты, которые клиентка путем неправильного подрезания ногтей запихала себе практически под кутикулу. И у нас стало немножечко длиннее ногтевое ложе и немножечко уже, потому что мы с ним постоянно работаем. Единственная проблема здесь на вот этом безымянном пальчике. Клиентка его в детстве очень сильно травмировала, и там постоянный анихолизис, который, к сожалению, никогда у нее не прирастет, потому что там шрам на ноготке. Мы же тем временем покрыли наши ноготочки и переходим к дизайну. В качестве дизайна сегодня будем использовать вот такое вот блестящее покрытие на ногти, на котором мы будем рисовать какие-то элементы. Вообще, на самом деле, вот этот вот прием с рисованием чего-либо на блестящем фоне, он очень часто используется, довольно-таки растиражирован и замечательно смотрится в реальной жизни. Очень любят клиентки вот такие вот дизайны. При этом обратите внимание, что мы можем задать любое композиционное решение в данном случае, то есть выбрать тот кусочек ногтя, который нам хочется заполнить чем-либо, и заполнять тоже совершенно любыми элементами. Например, в данном случае мы с вами делаем такую себе изогнутую полосочку вдоль ногтя. Почему изогнутую, почему вдоль? Потому что все элементы, которые располагаются вдоль ногтевой пластины, визуально вытягивают ноготочек в длину. Если бы мы сделали эту полосочку более в ширину ноготка, то визуально наш довольно широкий и без того ноготочек еще бы разъехался в бока и смотрелся еще шире. Но при этом из-за того, что полосочка у нас изогнутая, площадь самой полосочки увеличивается, то есть мы на нее можем впихнуть больше элементов. В данном случае нашу полосочку прокрываем в два слоя для того, чтобы она была без разводов и нигде ничего у нас не просвечивалось. Теперь переходим к рисованию дизайна. В данном случае мы будем рисовать цветочки в шахматном порядке на своей полоске. Изначально гель-лаком делаем подмалевки под наши будущие цветы. Далее сюда же поставим тени, световые моменты, прорисуем лепесточки, и на этом цветы готовы. На самом деле цветы у нас здесь в данном случае будут очень схематические, очень-очень простые. Запутаться в них практически невозможно, поэтому они получатся у каждого. В данной технике работаем по-мокрому для того, чтобы цвета помогали нам в рисовании. То есть, благодаря тому, что мы по-мокрому накидали тени, они у нас дополнительно слились с подмалевками, и получились вот такие вот довольно-таки интересные переходы, которые сразу же направляют нам движение лепестков нашего будущего цветка. Для того, чтобы дизайн еще больше напоминал ситцевые ткани, мы добавляем мелкие листья вокруг наших цветочков. Как я уже не раз говорила, зелень всегда облегчает дизайн, делает его более ярким, насыщенным, более весенним, в общем, смотрится очень. Для того, чтобы листики в дизайне не смотрелись бедными родственниками, мы тоже прорабатываем им немножечко светотени. Буквально капельками, буквально точечками, совершенно не задумываясь и не
заморачиваясь, расставляем теневые моменты. Все это очень мелко. Это на камере выглядит, как будто эти цветы в полсантиметра размером. На самом деле они очень маленькие, поэтому вот эти вот капли вполне превращаются в растушеванные тени. Тем временем на кисточку мы набираем оттенок посветлее и прихлопывающими движениями расставляем лепестки по кругу. Все, цветочек готов. Он, еще раз повторяюсь, настолько меленький, что все это сливается и превращается в красивый цветок. Вот именно сейчас мы могли на это обратить внимание. Далее, для того, чтобы подчеркнуть глубину дизайна, я решила добавить немножечко теневых моментов под нашу ленту с цветами. Я беру темный оттенок и растушевываю его на блестке. Получается визуальный эффект того, что моя лента находится выше над дизайном и отбрасывает тень на блесточки. Вот здесь основное — это очень хорошо растушевать вот эти вот теневые моменты и взять гель-лак, который подойдет к этой технике. Вам нужен какой-нибудь гель-лак, который будет полупрозрачный, который будет тушеваться в ноль. Ну и конечным итогом, конечно же, прорисовочка. Прорисовываем контуры нашей ленты и немножечко пробегаемся по самим цветкам для того, чтобы подчеркнуть движение лепестков. Как обычно, пользуемся нашим любимым приемом после финишного покрытия. Раскладываем белые блики. Всегда верхняя белая красочка облегчает дизайн, делает его очень нежным, очень выдержанным, очень красивым. Поэтому, если вы буквально 2 капли белой краски добавите после финишного покрытия, вы увидите, как ваш дизайн заиграет по-новому. Ну а для того, чтобы дизайн смотрелся еще интереснее и эффектнее, мы решили вот эту ленту с цветами перекрыть матовым покрытием, поэтому прорисовочку всю делаем уже поверх матового топа.
Итак, вот такой вот очень быстрый дизайн ногтей у нас сегодня с вами получился. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте ставить лайки. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!